Дейна Уайт назвал этот финиш одним из лучших в истории спорта. Алекса Грасса, мексиканка, прославившаяся своим боксом, встречалась с Мэйси Барбер, молодым проспектом на серии 7 побед в UFC. Грассу оформила нечто невообразимое. Она уронила соперницу кроссом, та в падении повернулась к ней спиной. А уже через секунду Алекса повисла сзади и замкнула удушающей на шее. Безумие в том, что этот сабмишн был вообще не обязателен. Девушки засчитали победу нокаутом, ведь Барбер отключилась уже после удара. Но из-за молниеносной реакции Грассо, Мэйси Барбер умудрилась в одном бою проиграть и нокаутом, и сабмишеном. Один из самых легендарных и значимых нокаутов за всю историю женских дивизионов. 2018 год. Аманда Нунес в статусе доминирующей чемпионки легчайшего веса с 3 защитами титула и победами над Ронда Роузи и Валентиной Шевченко. Львица захотела стать первой двойной чемпионкой в UFC и поднялась в полулегкий вес, где безраздельно правила Крис Сайборг и не знала поражений больше 13 лет. В их бою искры полетели сразу же. Аманда пару раз хорошенько потрясла Сайборг, зажала у сетки и расстреляла как из пулемета. Прямые трансляции UFC, видео нокаутов, анонсы боев, лучшее место для фаната UFC, Калугин ММА. Все самое главное в одном месте, ничего лишнего. Ссылочка в описании. Также там можно забрать фрибет 3000 от моих партнеров. Если неудобно это делать в телеграм-канале, то можно сделать по QR-коду на экране. Для англоязычной аудитории у меня есть твиттер, ссылочка также в описании, а мы продолжаем. Пейдж Ван Зат была одной из главных звезд среди девушек-бойцов в середине десятых. Фанаты полюбили ее не только за миловидную внешность и обаяние, но и за яркие финиши. Летом 2016-го Пейдж возвращалась после первого поражения в карьере от Роуз Намаюнас и решила отыграться одним из лучших нокаутов в своей жизни. В самом начале второго раунда она пробила красивейший свич-кик, удар в голову с разножки. Добивание было формальностью, соперница так и не оправилась от этого удара. Если в женском ММА был свой Конор Макгрегор, то это, конечно же, Ронда Роузи. Главная звезда начала десятых, перейдя в UFC, сразу же была объявлена чемпионкой и первые 5 защит закончила досрочно. Устав побеждать всех своим любимым арбаром, она решила стать нокаутером. Защита против Бет Кайрей сразу же переросла в рубку. А 30 секунд спустя претендентка уже лежала лицом в канвас, пытаясь прийти в себя. Ронда Роузи растерзала ее чередой мощных панчей точно в челюсть. Однопанчевый глухой нокаут. Нечастый гость в женских боях, а тем более среди дебютантов. Тем уникальнее то, что сотворила китаянка Ван Цун по прозвищу Джокер. Она пришла в UFC, имея богатое кикбоксерское прошлое. По правилам кика она побеждала саму Валентину Шевченко. Летом 24-го состоялся ее дебют в UFC. Потратив меньше минуты на разведку, она одним точным касанием приложилась по выключателю света соперницы Виктории Леонардо. А бразильянка еще несколько минут пыталась понять, где находится. Ничем не примечательный женский поединок. Финал проекта Road to UFC между Мин Шин и Ксяо Кан Фэнг. Обычно такие бои фанаты пропускают, но те, кто смотрел его в прямом эфире, запомнили на всю свою жизнь. В третьем раунде в самом начале Мин Шин выбросила хайкик, после которого соперницу в прямом смысле пришлось уносить на носилках. To get any throw, she's got to lower her level and attack the hips. Oh, massive head kick, she's out! Xi Ming! Сразу после легендарной победы над Крис Сайборг команда Нунес вернулась в родной легчайший вес, чтобы провести защиту против Холли Холм. Фанаты ждали от львицы очередного яркого финиша, и Аманда не подвела.
Когда до конца первого раунда оставалась минута, она выбросила хай-кик, который приземлился точно в голову претендентки. Холм обрушилась на пятую точку и уже не могла продолжить бой. Как говорит в таких случаях Леон Эдвардс, хедшот. Подруга Пэдди Пимблета Молли Маккен покинула промоушен с рекордом 7-7, но даже так успела пошуметь с досрочными победами и влюбить в себя фанатов. В марте 2022 она выступала на родной земле перед британскими фанатами и оформила нокаут, который многие назвали лучшим в истории женских боев. Одним точным локтем с разворота она отправила сознание Каролины по другим измерениям. Бразильянка долго лежала без чувств, пока Молли праздновала лучший хайлайт в карьере. Джессика Андраде точно войдет в историю как одна из самых активных, ярких и брутальных девушек в UFC. В 2018-м она оформила нокаут, который можно сравнить с праймовым Фрэнсисом Нгану. Андраде сошлась в бою с Каролиной Ковалькевич, провозилась с ней 2 минуты, после чего всадила такой страшный боковой, что представительница Польши рухнула намертво и еще долго смотрела в потолок пустым взглядом. He's had some success sticking that jab out there and then... В 2022-м Йоанна Энджейчик задумала вернуться после 2-летней отставки. Соперницей для камбэка она выбрала китаянку Вэйли Жанг, с которой они за пару лет до этого закатили один из лучших боев в истории женских дивизионов. Когда матчмейкеры устраивали реванш, они наверняка надеялись повторить нечто подобное. Однако в этот раз Вэйли поставила точку раньше финального гонга. Девушки провели яркий первый раунд, продолжили рубиться во втором, пока китаянка не выкинула локоть с вращением. Удар прошил голову Энджейчик насквозь. Пожалуй, самый брутальный и жестокий граунд энд паунд среди всех, что когда-либо видел мир женского ММА. Валентина Шевченко в начале 2018-го спустилась в наилегчайший вес. В новой весовой ее приветствовала Присцилла Качуэйра, для которой тот бой стал худшим кошмаром в карьере. Разница по ударам на момент финиша была 230 против 3 в пользу Валентины. Шевченко буквально разорвала Присциллу локтями и избивала настолько жестко, что все люди вокруг октагона умоляли рефери вмешаться. Именно после этого боя Дейна Уайт решил никогда больше не звать Марио Ямасаки в качестве судьи. Shevchenko staying. Valentina just absolutely teeing off on Cachoeira. It's now sinking in the choke. Cachoeira still looking for a way out of it. And there's the tap. К началу 2021 года китаянка Вэйли Жанг не проигрывала 7 лет и 21 бой. Казалось, ее правлению ничего не угрожает, так что следующей претендентке Роуз Намаюнас давали очень мало шансов. Тем удивительнее, что Роуз справилась буквально одним ударом. Проведя небольшую разведку, она выбросила хай-кик, который срубил китаянку намертво. Без преувеличения, это один из самых неожиданных и крутых нокаутов не только в карьере Намаюнас, но и среди всех женских боев. Самый быстрый нокаут в карьере первой большой звезды мира женского ММА. На то, чтобы финишировать Алексис Дэвис, у Ронды Роузи ушло всего 16 секунд. Этого хватило, чтобы устроить парочку разменов на старте, швырнуть претендентку через бедро и добить ее сверху. Дэвис будто застряла в капкане и не могла защищаться. Все ее конечности были просто отключены. Судья быстро понял, что дело пахнет жареным, и остановил Ронду, сохранив здоровье ее соперницы.
Прямые трансляции UFC, видео нокаутов сразу после боев, анонсы всех поединков, обзоры ивентов UFC в лайв-режиме, конкурсы и бонусы от партнеров. Лучшее место для фаната UFC – телеграм-канал Калугин ММА. Будь причастен к боям вместе с нами. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Подписывайся и наслаждайся всем главным в одном месте. Кейси О'Нил не самый стабильный боец UFC, но талант яркого финишера ей не занимать. В конце марта 26-го она оформила брутальнейший нокаут, который напомнил олдскульным фанатам то, как за 13 лет до этого Бигфут Силва уничтожил Алистера Оверима. Кейси О'Нил зажала соперницу у сетки и просто перемолола ту непрекращающимся огнем. В том, что касается ударов ногами, Валентина Шевченко одна из лучших. Неудивительно, что в коллекции ее нокаутов нашлось место для убийственного хай-кика. Во второй защите титула пуля разделила октагон с Джессикой Ай. В начале второго раунда Валентина навела снайперский прицел, спустила курок, и пуля попала точно в цель. Когда вы слышите о нокаутах слэмом, то скорее всего представляете себе кого-то вроде Рэмпейджа Джексона. Однако и в женских боях нашлось место одному из самых физически сложных по исполнению нокаутов. В 2019 году Джессика Андраде получила шанс подраться за титул против чемпионки Роуз Намаюнас. В середине второго раунда Андраде прихватила соперницу у сетки, оторвала от канваса и воткнула головой вниз. Роуз не выдержала жесткую посадку и пришла в себя только когда судья остановил поединок. В первой же защите титула Джессика Андраде встретилась с восходящей китаянкой Жанг Вэй Ли. После эпичной победы нокаутом слэмом толпа ждала от бразильянки нового безумного финиша. Однако в этот раз она стала жертвой. Уже на первой минуте боя Вэй Ли пошатнула чемпионку, зажала в тайском клинче, откуда вонзилось десяток острейших коленей и локтей. От пропущенного урона Андраде попятилась назад, но Вэй Ли уже почуяла запах финиша и стала преследовать соперницу. Пару добивающих ударов хватило, чтобы судья вмешался. Вряд ли хоть кто-то из вас знает, кто такие Велисмас и Глория де Паула. Неудивительно, одна покинула лигу с рекордом 2-2, другая с рекордом 1-3. Но будьте уверены, если два ноунейма фигурируют в списке лучших нокаутов за всю историю, то там точно было что-то стоящее. На исходе первой минуты боя девушки возились в партере. Велисмаса решила подняться, соперница последовала за ней, но тут же наткнулась на жесточайший хайкик, который вернул ее обратно. Каким-то чудом де Паула пережила прямой удар в голову бейсбольной битой, но лучше бы ей было остановиться в тот момент. Она продолжала сопротивляться, но оказалась на спине и пропустила страшные, амплитудные, добивающие панчи. The husband of Cheyenne, also in the UFC. Holy heck! She's good though. Gloria DePaula is still in this fight, but perhaps... В декабре 2019-го непобежденный проспект Кэтлин Виейра, шедшая с рекордом 10-0, столкнулась в клетке с куда более опытной Ирен Алданой. У Алданы на тот момент было 7 боев в UFC и ни одного нокаута. Когда до конца первого раунда оставались считанные секунды, Ирен выбросила заряженный боковой и срубила соперницу так, будто бы в перчатках заливка из бетона. Это был глухой нокаут, лучший в карьере Алданы и единственный в карьере Виейры. You see how she's doing it? She's winging these, but she's not. Пожалуй, самый известный, монументальный и неожиданный финиш в истории женских ММА мы оставили напоследок.
Ронда была лучшей среди девушек, выходила на свою 7-ю защиту титула. Все еще была непобежденной и не знала себе равных. Роузи была настолько уверена в себе, что стала заигрываться в стойке, а раздутое эго не позволило ей сменить геймплан. Базовый боксер Холли Холм просто разоблачила стойку чемпионки, заставляла ее выглядеть глупо, а в начале второго раунда оформила один из самых ярких хайлайтов в истории единоборств. Для Роузи это стало началом конца. Всего одно поражение навсегда изменило ее, больше она никогда не побеждала в октагоне и быстро растеряла все былое величие. На этом все, дорогие мои друзья. Пишите в комментариях, какой нокаут из женских боев вы запомнили на всю свою жизнь. Лично я, конечно же, Холли Холм и Ронда Роузи. Буду вас ждать в нашем телеграм-канале Калугин ММА. До встречи именно там. Пока-пока.